Опять готовим кетчуп. Соус называется в семье. Это острый чили, но не чили, но очень вкусный соус для того, чтобы потом использовать его к мясу, к рыбе. Да, впрочем, его тоже мы любим просто так, к каше или к чему-нибудь другому. Что мне надо? Мне надо чистых будет очищенных красных моих любимых помидоров Белфорд, 3 килограмма очищенных, килограмм перца, красный тоже должен быть, килограмм яблок. У меня есть голден сейчас, можно голден использовать. 3 перчины, уже красные, он остренький, но эта острота не такая, как в чили, очень хорошая, нежная, приятная острота. 100 грамм чеснока мне надо и килограмм лука. Нужен будет еще сахар и соль. В процессе приготовления мы поговорим, сколько чего ложить нужно будет в этот соус. Итак, томаты помыты, порезаны. Шкурочку не снимаю, они варятся вот так. Далее лук тоже у нас очищен, порезан. И перец тоже. На дно кастрюли заливаю пол-литровую баночку воды. Выкладываю немного томатов в кастрюлю на дно, чтобы они сок пустили в первую очередь. Вот так. Теперь закладываю немного перца. Почему я в такой последовательности? Потому что томаты мягкие. И в первую очередь получится, что они сварятся. А вот эти прекрасные овощи будут твердые. И вот лук. Теперь можно снова перца чуть-чуть положить. И теперь закладываю доверха томатами. Установила на плиту кастрюлю. В кастрюле пол-литра есть водички. Надо, чтобы помидоры пустили сок. Поэтому маленький огонь, минут 15-20 на маленьком огне, пока все томаты отдадут все питательные соки, водичку вернее, для того, чтобы сварили все остальные овощи. Ну, пока накрываю крышкой. После сильного закипания делаю маленький огонь и оставляю варить на маленьком огне еще полчаса. Итак, мягенькие овощи вытянула. И в чем прелесть? Я долго не варю. Потом уже готовый кетчуп. А вот заранее вот они проварились все. Перчик и лучок и помидорки. Они мягенькие. И вот этот сок весь лишний. То, что вываривала я раньше когда-то готовила. 1,5 часа, 2 часа, очень долго стояла у плиты. Вот этот способ дает возможность приготовить кетчуп намного быстрее, наполовину, а то и меньше раз. Но вот это нужно вначале будет проварить. Ну а теперь пропускаем через соковыжималку нашу старую помощницу 3 раза. Вот такая густая масса получается. Вот что осталось у нас, совсем чуть-чуть. И вот основа кетчупа. Теперь можно направляться на кухню и добавлять остальные ингредиенты, продукты для яблочки моем и очищаем. Устанавливаю на плиту вот эти у нас измельченные овощи, это как пюре получилось. Сюда вот самый первый ингредиент, это у нас 6 столовых ложек сахара. Сахар это, я уже отмерила, это очень важно для того, чтобы сохранить вот этот цвет красивый. Меня попросили приготовить без агар-агара. Я вот делаю сегодня без агар-агара. Обычно все с агар-агаром, все соусы. Вот. И вот эта последовательность обязательно. Сахар это и консервант, и сохраняет он очень хорошо, хранитель цвета. Вот. И, естественно, это сладкий, сладковатый вкус. Ну а теперь сюда же добавляю уже яблоки, перетерла, вот такие они у меня. Добавляю сюда яблочки перетертые. Ну и вот довяжу до кипения на маленьком огне. Тут один мешает, другой будет сейчас чеснок закипает. Вот прошу обратить внимание, что именно вот эта последовательность. Сначала сахар и затем яблоки. Яблоки это пектин, это кислота, натуральная кислота, и закрепляет вот этот цвет. Ну а теперь уже закипает у меня все. И я очистила перчик от семян и чеснок через чесночницу пропустила. Перец я целый, ну как наполовинку бросаю, потому что я его вытяну.
Ну а сейчас добавляю вот эти специи, 25 грамм к шашлыку. Мне очень нравится этот аромат, именно к мясу, к рыбе, это очень хорошо. Очень хорошая такая, собранный такой хороший букет вот этих специй. Очень вкусно и такой замечательный аромат получается. Ну вот закипает. И уже теперь возле плиты, уже рядышком с кетчупом. Варим его до готовности. Прошло полчаса, такой густой, красивый кетчуп. Вот теперь я бросаю чайную ложечку соли для начала. Перемешиваю. Когда растает соль, я буду пробовать. Если будет мало, добавлю еще соли. Ну вот таким образом еще 10 минут кипячу. Тем временем у меня уже в кастрюле подготовлены банки, крышки в кипятке. Будут вариться. И кетчуп готов к закрыванию на зиму. Попробовала на вкус кетчуп, еще добавила 1 ложечку чайной соли. А тем временем хочу показать, вот какой кетчуп у меня домашний, красивый, ароматный получился. А вот у меня покупной, вот такой он. Это просто томатная паста, ну и заправлена чили, острым перцем. Ну и вот еще раз разница. А на вкус, конечно, небо и земля. Ну что ж, закрыла 5 пол-литровых баночек, вот такой красивый, ароматный, вкусный. Кетчуп к мясу, к рыбе, к любому блюду. Тут кто любит остренькое, вот это очень вкусно. И чуть-чуть на этот раз у меня осталось. Сейчас я баночки закрываю теплыми одеялами. Они должны сутки еще у меня полежать в теплых одеялах, а затем отправлю в погреб. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Готовьте. Это просто. Вместо агар-агара вы можете использовать яблоки, в которых есть тоже вот этот важный элемент, который называется пектин. Частично есть в томатах пектин. И вот эта скорость намного быстрее с помощью того, что овощи сначала варим, тоже быстрее варится, просто получается, без каких-либо ингредиентов дополнительных, нету уксуса, и получается очень полезно и вкусно. Что ж, прощаемся с вами, до новых встреч в новых видео.